Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Недавно я выкрасила свою лозу вот в такие вот оттенки, и результат мне очень сильно не понравился. Поэтому я стала искать способ, что же можно сделать и как получить красивую лозу. И я его нашла. В общем, я получила вот такую вот насыщенную, красивую лозу. Лоза получилась очень пластичная, глубокого, красивого, благородного коричневого оттенка, а сами трубочки получились шелковистыми и очень податливыми и приятными на ощупь. И в плетении они отлично себя зарекомендовали. В общем, я совместила процесс прокраски и обработки. И все более подробно расскажу сейчас. Перед тем, как приступать к обработке, обязательно закройте поверхность, на которой вы будете работать, наденьте защитные перчатки и возьмите свою тару, в которой вы обрабатываете трубочки. Итак, начнем. Здесь у меня уже готовая пропиточная смесь. Как я ее сделала? Я смешала в равных пропорциях воду и акриловый лак и добавила колер бежевый. Какой именно, я чуть позже вам покажу. В общем, все смешала. Вы можете добавить колера по желанию. Также вы можете добавить по желанию и цвет выбрать, какой вам больше нравится. У меня вот такой вот бежевый. Мне он очень нравится. Трубочки получаются всегда очень красивого оттенка. В общем, я уже сказала, что пропиточная здесь у меня лак, вода 1 к 1, но не всегда это работает пропорция, потому что здесь нужно обязательно смотреть на густоту лака, какой у вас лак. Если лак сильно жидкий, то его нужно разбавлять чуть меньше. Если лак у вас сильно густой, то чуть больше. В общем, здесь вы уже должны сами контролировать этот процесс. В общем, в эту пропиточную смесь я добавляю колер и начинаю обрабатывать свои трубочки, как это я делаю, если бы я вот просто после окрашивания обрабатывала лозу. Таким образом у нас меняется сам цвет лозы, и плюс лоза получает вот свою вот эту вот защитную пленочку, которая очень важна потом в процессе плетения, как вы знаете. Как только ваша пропиточная смесь будет готова, можно приступать к обработке. Обработать лозу можно двумя способами. Вот так, прокрашивая кисточкой, контролируя, чтобы не оставалось никаких проплешин, чтобы везде был полный прокрас. Каждая трубочка со всех сторон должна быть идеально обработана. Это очень важно для внешнего вида изделия, для качества самой получаемой в конечном результате лозы. Это все влияет, поэтому этот момент очень такой щепетильный, и на него стоит обратить внимание, уделить ему очень много времени. В общем, также есть второй способ. Вы можете приготовить побольше пропиточной смеси и уже непосредственно эту смесь выливать в лоток, в котором вы красите и обрабатываете лозу, и путем окунания обработать вашу лозу. Такой метод даст вам стопроцентно хороший результат, будет полностью прокрас, трубочки все будут хорошо обработаны, но он не всегда очень экономичный. То есть приготовьтесь к тому, что у вас уйдет очень много пропиточной смеси. Но, в принципе, мне и сам процесс обработки вот такой вот кисточкой, он, конечно, и экономичней, и как-то сам процесс мне очень нравится. Мне нравится вот именно обрабатывать таким образом саму лозу. Есть какая-то вот в этом магия, что ли. Ну, в общем, здесь каждый выбирает сам, что ему нравится. Обязательно уделяйте внимание той полой части, да, то есть верхней части, где у нас идет место наращивания. Не вот эти вот низ. Низ я тоже всегда прокрашиваю, ну так, чтобы вот, в общем, был слегка, не особо сильно заморачиваюсь, потому что низ мы всегда откусываем в процессе работы, поэтому его так, просто чтобы была красивая лоза. Но обязательно верх прокрашивайте очень тщательно. Верх прям можете окунуть в баночку, чтобы вот этот был полностью прокрас именно самих кончиков. Тут такой момент, что они не всегда хорошо прокрашиваются, поэтому тоже обращайте на это внимание. Видите, какая лоза получается красивая, уже прям сейчас видно, что она прям такая вся шелковая. Поэтому таким вот образом я обрабатываю всю оставшуюся лозу. Итак, при покраске я использовала вот такой вот колер. Это акриловый колер, он стандартный, у нас продается практически везде в оттенке беж. Вы можете выбрать, как я говорила, любой колер, который вам нравится. Таким образом, у нас мы сразу получаем при таком методе как бы и прокраса, и обработки, да, мы сразу, как говорится, двух зайцев убиваем. И нужный оттенок получили, и лоза у нас сразу обрабатывается.
Потом, смотрите, если вы боитесь, что у вас трубочки при плетении будут красить руки, вы можете повторно обработать пропиточной смесью уже без добавления колера при вторичной, да, обработке, если вы хотите. Но так как у нас в красящий состав входит акриловый лак, лоза, она в принципе уже не должна красить вам руки при моменте плетения. Но опять-таки это зависит все от красителей, от качества лака, поэтому здесь строго индивидуально. Опять-таки попробуйте и посмотрите, как это будет работать у вас. Если лоза красит вам руки, то повторно обработайте, и будет вам счастье. В общем, решила с вами поделиться вот таким вот интересным методом обработки, когда желаемое не совпало с действительным оттенком. В общем, если это видео вам было полезным, обязательно подписывайтесь на мои социальные сети, ставьте лайки. Буду рада ответить каждому на комментарии. Всем хороших прокрасов и классной лозы. Пока-пока.